Всем привет, я Марина, и с вами Школа Сакрамел. Как исправить взлетные ногти? Разберем главную ошибку при работе с верхними формами. Поехали! Наш исходник. Ну как вам вот эти трамплины? Мало того, эти ногти были выполнены всего 7 дней назад. Можете себе представить? Такое ощущение, как будто они явно уже что-то повидали. Еще любопытный фактор. Как думаете, сколько стоило такое наращивание ногтей? Если вы ответили 500-700 рублей, то вы ошибаетесь. 2800 рублей за такое наращивание. Что мы с вами видим? Вверх растущие ногти. Разная длина ногтей. Средний короче, чем указательный. Отслойки в зоне кутикулы. И от маникюра уже не осталось и следа. Везде сухая кожа, плюс отслойки в зоне кутикулы. Вот смотрите, убираем длину, и какая у нас толщина на стрессовой зоне, а также вот такая пустота между натуральным ногтем и искусственным материалом. Давайте скорее выполнять преображение. Этот средний уж очень сильно смотрел вверх, поэтому не было никакого смысла его оставлять. Поэтому при вверх растущей ногтевой пластине рекомендую убирать свободный край. Он нам будет только мешать правильной постановке формы. Возможно, как раз таки до этого предыдущий мастер не полностью убрал свободный край, и за счет чего получился такой взлетный ноготочек. Конечно, на это есть и другие причины, но их обсудим позже, когда будем примерять верхние формы. Кутикула у нашей модели сухая и очень плотная и жесткая. Если посмотреть, как бы вверху кутикула срезана, а внутри вся сухость птериги, он так и остался. Это говорит о том, что мастер выполнял неверно технику маникюра. То есть водил насадкой по ногтю, но ничего толком не убиралось, из-за чего оставшийся птериги повлек за собой отслойки. То есть материал был неплавно сведен на нет в зоне кутикулы, наверняка были какие-то затеки небольшие, поэтому было так много отслоек у кутикулы. Наша задача прямо тщательно вычистить все внутри. Специально взяла насадку с синей насечкой для того, чтобы хорошо приподнять кутикулу и обработать эту сухую кожу. Приподнимаю юбочку кутикулы и вычищаю внутри. Кутикула небольшая, и она у нас больше не срезается, а шлифуется. И для шлифовки я также выбрала насадку скругленный цилиндр с сине-белой насечкой. Для того, чтобы и убирать сухую кожу, и в том числе как бы зашлифовывать ее. Но это не все. Но если посмотреть поближе, мы все равно видим, что остаются сухие участки, и маникюр еще недостаточно чистый. Поэтому я беру теперь красное пламя для того, чтобы внутри все прочистить. Да, так тоже можно комбинировать насадки. Почему я сразу не взяла красное пламя? Потому что мне потребовалось бы гораздо больше времени, чтобы выполнить такую обработку. При этом красный абразив не так бы эффективно убирал кожу. Наверняка хотелось бы надавить на насадку, что могло привести к нагреванию поверхности и к неприятным ощущениям. Поэтому сначала поработала синий, а затем уже красный. В том числе этой же насадкой шлифую кожу над кутикулой, для того, чтобы не было новых заусенцев. И у нас получается очень классный, чистый маникюр. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Приглашаю присоединиться и получить доступ к базе знаний Школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Подробнее читай в описании. И, конечно, подписывайся на канал. Вы посмотрите, от этих сухостей не осталось и следа. Какие красивые блестящие валики. Я обожаю этот эффект, когда кожа была сухой, а теперь она лоснящаяся, блестящая и красивая. Ну, теперь мы с вами переходим уже к моделированию при помощи верхних форм. Наша задача исправить эти ногти, не сделать их снова такими же трамплинами, а все-таки сделать их более ровными. Наношу праймер и тонкий слой базы. Поскольку ногти гибкие, во избежание трещин
сколов по точкам роста, я закладываю их стекловолокном. Стекловолокно – это материал, который имеет высокую прочность. Даже при тонком нанесении материала стенки будут прочными и не будут крошиться и ломаться. Берите этот лайфхак себе на заметку. Конечно, есть нюансы работы с этим материалом. У меня также есть ролик на канале, вы можете посмотреть его для того, чтобы узнать технику безопасности при работе с этим материалом. Вот такие волосиночки у нас получаются. Мы заполимеризовали, подпилили, и теперь натуральную ногтевую пластину перекрываю светло-розовой базой. Делаю в такой средний слой, не с объемным выравниванием, не слишком тонко, для того, чтобы камуфлировать свободный край. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал, там вы найдете много полезной информации для мастера. И теперь приступаем к подбору верхних форм. И тут очень важна их конфигурация. Бывают формы, при постановке к кутикуле которых мы видим, что ногти смоделированные пойдут вверх. Поэтому выбирайте верхние формы, при которой ногти получатся ровными. Для моделирования смешаю камуфлирующий бежевый гель с поталью. Помните ролик с обзором с Алиэкспресс, когда я покупала себе такой большой набор этой потали? Вот она пригодилась. Смотрите, мы вот так аккуратненько замешиваем, и у нас получается гель с кусочками потали. Конечно, наверняка можно и такой гель приобрести, но вы знаете мою политику. Все, чего у нас нету, мы можем с вами самостоятельно смешать, используя блестки и так далее, чтобы не покупать много баночек. Выкладываем материал в верхнюю форму равномерно, и теперь устанавливаем не близко к кутикуле. Это очень важно, чтобы у нас ногти не пошли вверх, а с некоторым отступом. Плюс благодаря этому отступу у нас получится плавный переход, растяжка от светло-розового к бежевому. Очень красиво и нежно, едва заметно, но смотрится уже не просто, а более интересно. И смотрите, какой плавный переход получается, практически без ступенек. За счет того, что мы на нет свели материал, поджимаем и устанавливаем прищепочку для фиксации. Отправляем на полную полимеризацию и приступаем к опилу. Делаем форму зауженный миндаль. Моя модель хотела длину побольше и жаловалась на то, что предыдущий мастер, несмотря на ее просьбы, сделала более короткие ногти. Поэтому сейчас мы удлинили свободный край. Обращаю внимание на опил нижних параллелей, что у нас не должно быть диагональной линии из точки в роста, а идет сначала прямая линия и затем плавный подъем вверх. Тогда у нас будут необходимые ребра жесткости для того, чтобы ноготь хорошо носился. Ну и, конечно, не забываем выпиливать изнутри ступеньки от предыдущего наращивания, а также слегка убираем натуральный ноготь, сглаживая внутреннюю поверхность, делая ее более гладкой, красивой, и чтобы свободный край получился тонким. И теперь все, дело за малым, перекрываем топом и любуемся плавным переходом. На самом деле, благодаря тому, что мы смешали поталь с гелем, этот дизайн смотрится очень интересно, потому что какие-то элементы потали в глубине, какие-то выше находятся непосредственно прямо под топовым покрытием. Изнутри мы видим с вами поталь. Думаю, со мной согласитесь, это что-то интересненькое. Вот не просто однотонные ногти. Наш результат, по-моему, получилось супер. Как вам? Пишите об этом в комментариях. А также смотрите на канале другие видео с натуральными ногтями-трамплинами. А я желаю всем успехов в работе. Счастливо! Пока-пока!